Пельмени в форме розы. И первое, с чего мы начинаем, это приготовим свекольный сок, который необходим для окрашивания теста. Нам потребуется половина свеклы среднего размера, которую мы нарезаем кусками, которые удобно перемалывать в вашем блендере. Вода 1/2 стакана, я имею в виду стандартный маленький пластиковый стакан. Все это мы закладываем в блендер, заливаем туда же воду и перемалываем. Затем нам нужно будет полученную массу, нужно будет ее отжать. Проще всего, мне кажется, это сделать через марлю, или вот я поступаю таким образом, сейчас вот у меня марли нету. В общем, мы получаем весь возможный сок из перемолотой свеклы. И он нам потребуется в объеме половины стакана. Теперь мы делаем тесто. Берем глубокую емкость и засыпаем туда 2 стакана муки. Затем добавляем соль, пол чайной ложки, и растительное масло 1 столовая ложка. И затем добавляем свекольный сок, пол стакана. Советую заливать сок, как и, собственно говоря, воду, когда мы готовим обычные пельмени, понемногу, замешивая сначала тесто ложкой, а потом переходя на руки, и добавляя по необходимости либо муку, либо воду, что нужно для достижения необходимой консистенции. Замешивайте тесто достаточно долго, где-то около минут 10, доводя его до однородности и мягкости. Затем мы делаем из теста комок. Этот комок мы накрываем пищевой пленкой. И если у нас есть время, желательно выдержать тесто 30 минут при комнатной температуре под пленкой. Теперь мы приступаем к начинке. Нам потребуется свиной фарш 200 грамм. И закладываем туда сахар пол столовой ложки. Также добавляем молотый чеснок 1 столовую ложку. Сильно острый не едите, уменьшите до половины. И добавляем соевый соус или устричный соус, что у нас есть или что нам больше нравится, в объеме 1 столовой ложки или 1,5. Затем кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. Все это мы хорошо перемешиваем и затем добавляем половину луковицы мелко нарезанная и зеленый лук 4-5 стручков, тоже нарезанные мелкими тонкими кольцами. И все это мы перемешиваем до однородности. Если есть время, то даем этому 30 минут настояться. Затем мы приступаем к раскатыванию теста. Тут, собственно говоря, никаких премудростей нету. Раскатываем это тесто как совершенно абсолютно обычное в длинный пласт. И затем нужно будет нарезать круги. Какого диаметра, тут уже зависит от того, какого размера хотите розы получить. Я вот использую бокал для вина, чтобы сделать маленькие розы, и затем пиалу буду использовать для того, чтобы сделать большие круги, для того, чтобы из нее сделать большие розы. Все пропорции здесь приведены на сложность, в общей сложности на 10 штук пельменей. Теперь мы кладем несколько кругов так, чтобы следующий круг заходил на предыдущий. И кладем начинку линией посередине. Старайтесь, конечно, заложить побольше, чтобы мясо все-таки внутри было не только тесто, но и не слишком толстую и высокую делайте эту линию из начинки. И затем мы соединяем концы и должны их склеить. Если тесто будет склеиваться плохо, то тогда смочите края, чтобы они лучше прилипали друг к другу, смочите водой. Просто намажьте их водой и, соединив все это таким образом, мы должны скатать ролл. И таким образом мы получим с вами форму розы. Очень важно закрепить конец. Просто-напросто прилепите его к дну розы. И затем мы расправляем лепестки, чтобы форма была абсолютно, так сказать, максимально красивая. И вот что мы получаем. Вот такая красота. Это из маленьких кружков мы получили такую розу. Теперь мы нагреваем воду для того, чтобы пропарить пельмени, и устанавливаем сам пропариватель.
После этого можно либо смазать поверхность растительным маслом, вот оно у меня железное, либо можно использовать картофельный крахмал, просто окунать в него пельмени, чтобы они не прилипали. Вот эта роза была скатана из больших кружочков, и поэтому я использовала только 3 круга для того, чтобы получить форму розы. Окунули в крахмал, стряхнули излишки и кладем в пропариватель. Естественно, кладите пельмени на удаление друг от друга, потому что они в процессе пропарывания увеличатся в размере, чтобы они не прилипли. Как видите, у меня поместилось только 3 розы, 3 пельменя. И пропариваем это 10-12 минут. Конечно, с момента того, как закипела вода, как нагрелся пропариватель. И вот что мы с вами получаем. Такие вот красивые розы, как вы видите, держат форму они хорошо. Единственное, что, конечно, цвет не остался таким насыщенным, но, как видите, они красные, красные же розы. Можете использовать, конечно же, и не натуральный пищевой краситель, но в плане не полученный таким образом. Просто можете использовать пищевой краситель, тогда, конечно, цвет будет ярче, насыщеннее. И подаем мы это к столу с соевым соусом или же соевый соус, смешанный с уксусом 1 к 1. И все, вуаля, наше блюдо готово. Окунаем это в соус-диппинг и едим. Сразу скажу, что, конечно же, теста здесь больше, чем начинки, поэтому, кто не любит сильно мучное, лучше не ешьте. Но очень вкусно, особенно за счет свекольного сока, который мы использовали. Лайкайте, подписывайтесь, приятного аппетита!